Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. В этом райончике мы уже, казалось бы, обозрели все, что можно, потому что этот райончик – это то, что находится вокруг гипермаркета Lotte Mart. Но нет, здесь как грибы возникают новые заведения. И в данном случае то, что позади меня – это новый корейский какой-то фастфуд. Давайте-ка его и обозрим. Там много всякой лапши с остротой, если верить названию. Прежде всего, господа, нужно отметить крайне низкие цены в этом заведении. Ну, серьезно, дороже, там, не знаю, 100 тысяч донгов я здесь ничего не нашел. Ну, дороже только комбо будет там на 4. А в целом на одного человека блюдо будет стоить в районе там 50-60 тысяч донгов. На мой взгляд, это очень даже неплохо. Что еще здесь интересного? Которые блюда ты заказываешь, например, рамен мы заказали, тебе предлагают, вот и подносят потихоньку уже, выбрать степень остроты, которую ты хочешь запустить, так сказать, в свой супешник. Я так посередке взял, у нас будет несколько таких блюд. Один будет трешка остротой, другой 5. Может быть, стоило взять 1 и 7, ну, не знаю. Если в конце что-то у нас там будет интересно, если мы от 3 и от 5 не офигеем, закажем что-нибудь и посочнее. В основном, короче говоря, мы взяли то, что у них подписано словами must try и bestseller. Ну, то есть must try, значит, должны попробовать. Значит, вот и попробуем. Так что да, у нас где-то уже набрано 4-5 блюд. А первые какие-то шарики уже подъехали. С них и начнем. Приносят нам уже первое блюдо, и мы такие, а как это есть? Мисочек тоже не было, мы мисочки дополнительно попросили. И Роман такой, а палочки чем есть? Короче говоря, мы такие неумехи, значит, типа ничего не знаем, нам не объяснили. Здесь в столе есть выдвигающийся ящик, в котором, собственно, все приборы и навалены. Роман, сейчас я тебе еще палку достану. Держи палки. Для меня тоже. Ну, там ложки и палки, короче говоря, кроме вот этого набора, больше, собственно, ничего и нет. Это у нас сырные шарики с крабовыми палочками. Давайте и заценим. Я кусну, наверное, чтобы посмотреть, что внутри. А внутри все неплохо. Фритюрные, прикольные, мягкие. Сырок, как вы видели, неплохой. Салфетки, слава богу, имеются. Абсолютно непритязательная штука. Внутри все очень мягко, приятно. Крабовых палочек особенно я не чувствую. Ровно так же, как и какого-то отдельного специфического вкуса сыра. Ну, то есть, я съел такой шарик фритюрный с мягкой нежной начинкой внутри. Ничего более. Можно, наверное, там отдельный у нас уже для следующего блюда соус. Наверное, вот так вот я макну и целиком попробую это тоже съесть. Если уж макать, так макать, как говорится, да? Давай, искупаем его полностью. Соус вкусный. Долго тормозить на этом точно не будем. Соус вкусный. Соус острый. Прикольная хреновинка. Чтобы она просто присутствовала на столе. И знаешь, кто-то захотел такой, особенно в соус помакав, вот именно искупав, как я его сейчас. Вот тогда он кайфовый. Роман, ты один уже тоже съел, я крайне рекомендую тебе искупать его полностью в соусе, вот так же, и попробовать. Это совсем другое блюдо тогда будет. А у нас следующие уже подъехали жареные пельмешки. Ну, вонтоны, само собой, или как они там, дамплинги. Роман говорит мнение по поводу шариков.
Слушайте, я, ладно, руками эти пельмешки поем, а я как раз вот пельмешку и поем, да? Роман. Снаружи хрустящая, внутри много сыра. Это прям вкусно. Мне понравилось. Ничего особенного, да. Я с Романом согласен, а вот пельмешки неплохие. Соус, слава богу, не просто здесь кетчуп, а какой-то замес, но не сильно от кетчупа отличающийся, знаете, типа острый чили соус с чесноком. Они просто чеснока сюда, по-моему, нарубили еще и все. Горячие. Это хорошие, вкусные пельмешки. Чувствуется, что с мясом, со свининкой, с овощами, с лучком и прочим. Короче говоря, всячески достойные. Угу. А учитывая цену, что вот эти 3 пельмешки, конечно же, да, их мало, стоят 35 тысяч донгов, а вот те самые шарики с крабовыми палочками 45 тысяч донгов стоят. Пельмешки прям вкусно-вкусно. Шарики, ну, пусть будут, короче говоря, хотя они почему-то и дороже. На мой взгляд, пельмешки намного вкуснее, их просто меньше. Роман, пробуй пельмешку, а я кимчи. Вот здесь кимчи должен быть потрясающе вкусный, потому что он типа на потоке, и, соответственно, здесь он не должен быть ни лежалый какой-то, ни еще что-то, а вот именно какой положен. Неплохо. Остроты практически в нем нет, потому что после того соуса, где я пробовал шарики, да, до сих пор острота еще остается. Неплохо, вкусненько, хотя, на мой взгляд, переферментировано немножко. Хотя я не особо кореец, как вы понимаете, и, может быть, что-то в этом не понимаю. Вкусно, самое главное. Вкусно, нормально, все хорошо. Роман, кимчишку зацени тоже. Вот. И приступим уже, нам быстро все подносят, к раменам. А именно у нас разные два. Это у нас рамен с морепродуктами. Я сейчас в меню залезу и точное название лучше вам скажу. Итак, это у нас морепродуктовый рамен с кимчи, а это у нас сливочный рамен с говядиной. Стоит, соответственно, 52 и 55 тысяч донгов. Это хорошая цена. Действительно, очень неплохая цена за вот такую порцию. Ты пришел и в этом фастфуде прям можно наесться. Только вот насчет говядины, боюсь, тут не очень. Ну, по крайней мере, она есть. А что по остроте? Какая 3, какая 5? Да, я начинал с маленького. Вот это 3, вот это 5. Давайте посмотрим, что у нас в морепродуктовом напихано из морепродуктов. Ну, митболы понятно. Значит, креветка раз, креветка 2, колбаска. Затем каракатица. Господа, какие изыски, невероятно. Лапша, само собой, овощички. Ну, из морепродуктов на этом все. На мой взгляд, да, честно говоря, в эту цену очень даже неплохо. Вон там колбаски эти нарезанные плавают. Короче говоря, из морепродуктов тебе 2 креветки, 1 каракатка. Все здорово и хорошо, пускай капуста тоже там поплавает, чуть-чуть подзаварится. Давайте заценим мясной. Сколько там в мясном мяса? В говяжьем же. Так, кусочек говядинки, окей, какой-то. Тут сосиска, микрососиска, опять же эти митболы. Опять сосиска. Так, я надеюсь, что-нибудь кроме этого еще будет, нет? О, есть! Все, теперь хорошо. Все, 2 кусочка присутствуют. Ну да, остальное все уже очевидно здесь исключительно. Ну, понятно, грибы я даже не озвучиваю, это все и так видят. Короче говоря, несколько митболов, парочка кусочков сосиски и ровно так же парочка кусочков говядины. Ром, давай так, я пробую каракатку, а ты эти самые, как их зовут, креветки.
Нет, креветки. Лапшу, не прибедняйся. Так, ладно, лапшу давай я сейчас вот так положу. Слушай, на одного-то хорошее блюдо на самом деле. Там действительно есть что погрызть. Давай уж, капусточка с митболом тогда тоже. Да и по большому счету, вот, бокчой салатика еще. Вот так. Каракатка. С каракатки и начнем. Хорошенечко обвалять в бульоне. Она почищена, да, вот здесь разрез виден. И это должна быть третья острота. Каракатка хорошая. Хрустящая, да. С остротой сейчас разберемся. Пока что я не почувствовал. Я бы сказал, там третья сладость, а не третья острота. С Ларманом согласен. Пока что остроты не чувствую совершенно. Ну да, чуть-чуть, где-то что-то. Хорошо, единичку не заказывали, иначе мы такие просто, что? Там есть острота. Так, хорошенько изваляв в бульоне лапшу. Лапша обычная, вот это вот быстрого приготовления. Ну, впрочем, здесь это всегда и так понятно. Но, на мой взгляд, не до конца насыщенный бульон. Потому что, на мой взгляд, эти блюда, они все-таки не призваны, чтобы ты прям именно с бульоном все съедал. А выедал оттуда то, что твердая составляющая, назовем это так. Да, только если запивать. Кстати, шарик неплохой. Он чесночный, прям очень чесночный. Ой, слушайте, митбол один из самых вкусных. Мне прям понравился. Вкусненько, симпатично. Кусочек колбаски с бокчой. Да, и запить. Не хватает насыщенности. Да, вот так вкусненько. Вот так неплохо. Без особенных изысков. Роман, что по поводу креветки? Креветка как будто свежая, прям не из заморозки. Бульон 5 столовых ложек сахара с горкой. Лапша дороже, чем бич-пакетовская. Хорошая лапша. Ага, лапша подороже. У нас все-таки здесь есть 2 креветки, поэтому я тоже. Я так смело чищу, вы не думайте, мне очень горячо. Да. Креветка и правда неплохая. По поводу же рамена с морепродуктами. Морепродукты в наличии. Самое главное, что они очень даже неплохие. И второе самое главное, это недорого. Наешься? Наешься. Вкусно наешься? Вполне себе. По остроте же, ну, знаете, можно и поострее. Вот поэтому мы сейчас 5 попробуем. А с этим все в порядке. Особенно в эту цену. Вот тут вот небольшой запах спреда присутствует. Не знаю, что они все это сюда пихают. Зачем? Ну, давай здесь вот грибочков еще возьмем. Митбол, интересно, такой же будет. Здесь как будто бы разнообразие чуть поменьше. А может даже и больше. Что-то не пойму. Ну там морепродуктов просто было 2 разнообразия, а здесь все-таки вот кусочек мяса такой скромненький один. Ну окей. А вот здесь как раз меня интересует бульон. Уж больно запах намекает на кучу спреда. Ну да. Такое впечатление, что он есть, но он не главенствующий. Здесь как будто бы сливки. Ну, недаром там написано сливочный. Но, по-моему, они, знаешь, как сделали? Кусочек сливочек какой-то очень маленький, и в нем взбили вот этот самый спред. Вот меня не оставляет это ощущение. Где мясо?
от мяса. Какие дешевые обрезки, которые при этом еще и пожевать. Это, знаешь, типа вот этой мембраны, которая с обратной стороны ребер. Ладно, грибочки. Это мне нравится значительно меньше по одной простой причине. Это не сливочный суп. Здесь, знаете как, 10 грамм хороших сливок и 100 грамм этого спреда или что бы там ни было. Он очень сладкий, он очень приторный, этот бульон. Мне его неприятно есть. Вот и все. Роман. Говядина более-менее норм. 18 столовых ложек сахара на вот эту тарелку. Прости, Роман, перебью. Здесь намного более сладкие, потому что там я про сладость даже ничего не сказал. Хотя там сладость тоже присутствует. Здесь она запредельная. Ну и острота выше, чем в том. Чуть-чуть. Да. Я даже про нее тоже ничего не сказал, потому что, ну, по факту и, значит, то же самое. Ром, ты не сказал по поводу вот именно этого вкуса? Или тебе на этот спред пофигу? Когда столько сахара, я готов плакать. Я ничего не чувствую. Да. Вот это Еще вот. я почувствовал корицу сейчас. Кусочек корицы, да. Я не понимаю, зачем. Блин, ну это реально, это... Ну там стакан сахара вот на эту тарелку. Это просто жесть какая-то. Я не понимаю, как так можно есть. Короче, захотите представить этот вкус, представьте себе смесь. Малюсенький кусочек сливочного масла, либо сливок, хороших. Очень много спреда. В нее окунули и прокипятили кусочек корицы и завалили это все килограммом сахара. На мой взгляд, странное блюдо. Может быть, это исключительно на местных рассчитано. Мне же это, ну, очевидно, Роману не очень. Так, слава богу, у нас есть что дальше попробовать. Мы сейчас попросим все это у нас прибрать. И вот у нас следующие два блюда. Здесь у нас супер какая-то острая лапша, а здесь поменьше острой лапши. Ну, короче говоря, это же фастфуд. Здесь изысков, знаете ли, не будет. Посмотрим, попробуем. Ребят, я тут заскочил в меню быстренько посмотреть, что почем. Так вот, один из них 63, а другой из них 62. Ну, короче говоря, они в одну цену. А суть в том, что я не знаю, как прочитать. Но если по-вьетнамски ладно, Господь с ним, то вот это название, я читаю по-английски, джапчае. Джапчае. Я не знаю, как это читается по-корейски. Знатоки корейского меня поправят. И название этого блюда я тоже не знаю, они тоже меня поправят. То вот со вторым, это, наверное, вот это. Сейчас вот здесь это появится. Как это прочитать? Извините, пожалуйста, я пытаюсь. Янгмейон. Серьезно, это что за название такое? Это знаешь, как этот какой-то астероид там прилетал давеча, тоже у него название из какого-то ямайского языка взято. Вот здесь такого же плана. Янгмён, что-то типа того. Короче говоря, суть не в названии, суть, я уверен, во вкусе. Вот и давайте этим и займемся. Лингвист из меня так себе. Хотя несколько языков знаю. Поехали. Здесь, очевидно, такие же сосисочки подзажаренные, ну, колбаски вот эти вот. Кусочек мяска также возьмем. Болгарский перец, что неплохо и хорошо. И что у нас тут с лапшой? Ну, чуть-чуть она подостыла, потому что здесь внутри помещения кондеи пашут. Давай-ка оторвем немножечко. Просто оно у нас тут лежало, поэтому не такое уже горячее и рассыпчатое. Это не страшно. Давай, чуточка вот так, раз. О! Так, лапша, заканчивайся. Я не хочу так долго тебя вытягивать. Вот так. Что еще отсюда можно взять? А это что такое? А, это лучок просто. Лучок хорошо.
грибочек или сосиска, не поймешь. Ну вот подливочка такая мощная здесь. Ну и окей. Какой-то вот такой набор получается. Для начала, что это за кругляшок? Грибочек или что? Нет, это митбол. Его здесь еще и порезали. Обидно. Я надеялся на грибчанского. Лучок неплох. Так, давай-ка говядину отдельно от колбасок этих. Соус вкусный. То, что вот в этом соусе все обвалено, это вкусно. Говядина абсолютно ровно та же самая, тонкими слайсами нарезанная. В принципе, можно. Лапша с соусом. Вот здесь лапша мне нравится намного больше, чем в предыдущих всех супах. Я даже более скажу, вместе взятых. Да, вот эта лапша вкусная. Вы знаете, здесь много дополнительных ингредиентов, которые по большому счету не нужны, как, например, вот эта колбаска. Да, она такая резиновая, не пойми что. Ровно так же, как и этот митбол. Я скажу так, вот эта штука вкусная, но с наличием лишних ингредиентов. Впрочем, я их могу и не есть, поэтому да, докапываться особенно не буду. Вкусная лапша, неплохое мясо, все с этим в порядке. А самое главное, отличный соус, которым все заправлено. Это вкусное блюдо. Вопросов нет. Роман? Масса еды и 8 столовых ложек сахара. А ты все до сахара докапываешься? Да я его... Я уже перестал его чувствовать после того супа сливочного, назовем это так. Здесь не так много. Ну, сладкое, да, ничего не поделаешь. Ну вот, для меня это масса еды и 8 столовых ложек сахара. Мы назовем это так. Рому засахарили. Ладно. То есть добавить особо больше нечего? Вообще Просто нет. сахар и сахар. Пошли они в жопу. Роман сегодня в ударе. Ладно. Короче говоря, попробуем вот здесь. Может быть, здесь мясо еще, да, тут присутствует. Все в порядке. А, здесь, кстати, стекляшка. Стекляшку я люблю больше. Давай, отцепляйся. Вот так. Стекляшку я люблю больше. Что здесь? А остальной набор, видимо, тот же самый. Ну, салатик бок-чой. Опять же, болгарский. Вот это не пойми что. Сейчас узнаем. Может быть, это гриб вот этот, знаешь, типа ушек. Это было бы прикольно. Только его очень мало. Знаешь, приходится вот так выискивать. Ну и да, и вот эти вот сосиски. Но я попробую и скажу после этого, это дурацкие сосиски или хоть, может быть, как что-то нормальное. Ну и да, из разнообразия здесь все. Сильно отличающиеся, конечно, блюда, но по изыскам, как вы понимаете, ну а что вы хотели от фастфуда? Так, что это? Да, это грибы. Здесь хотя бы грибы. Их очень мало. Интересный какой привкус. Он очень знакомый. Откуда-то, знаете, как флешбеки из детства. И какие-то духи с чем-то. Не могу понять. Нет, чтобы вспомнить, уйдет много времени. Но это что-то такое странно знакомое. Где-то издалека. Сосиска. Если бы не этот соус, а здесь он, очевидно, тоже неплох, я бы сказал, что самое дешевское и дурацкое. Так, ну и давай лапшичку. Я знаю, что Роман здесь почувствует, кроме сахара. Кунжутное масло. Рома, ты сегодня вообще поел? Ну вот шарики сырные и пельмешки были прикольные, а все остальное это ужас.
Но ужас с точки зрения романовых вкусовых рецепторов. На мой взгляд, ну да, сахара здесь навалено везде достаточно, это правда. А это, кстати, не говядина, это свинина, похоже. Да, везде говядина. Здесь просто она, ну, по-другому приправлена. Они разные. На мой взгляд, обе эти тарелочки заслуживают, в общем-то, внимания. Другой вопрос, что запивать, да, придется. Они, как вам сказать, приторные. Потому что вот когда ты ешь какое-то блюдо, например, возьмем нашу оливьешку, я имею в виду хорошо, качественно, вкусно приготовленное оливье, а там не килограммом майонеза заваленное, а вот именно под свой вкус, как вы любите, да, вот сделали чуть-чуть там укропчика, допустим, зеленого лучка туда, чуть-чуть мазика, присолили, как положено, ну, в общем, да, на свой вкус. И ты можешь его сидеть, есть, и, в общем-то, запивать тебе ничего не требуется, потому что ты на постоянку ощущаешь тот вкус, который тебе нравится. Здесь же, когда тебе, в общем-то, все вкусно, нормально, но у тебя вот здесь вот пересыхает. Именно по той простой причине, что у тебя начинает слипаться в горле именно из-за приторности этого вкуса. Это, пожалуй, единственный недостаток. Так что напитки здесь присутствуют. Роман взял какой-то не то персиковый чай, не то какой-то. Он тебе, кстати, понравился? Ты уже просто выпил. Ну, там было примерно 10 столовых ложек сахара. И там был. То есть этот чай тебе не помогает. Роман, то есть, другими словами, ты мнение уже по этому всему сказал. Ты это попробовал уже? Да я даже не буду, ну потому что я терпеть не могу такие вещи, где не то что сладко, а ты одну макаронинку съешь, и у тебя уже голова кружится от сахара. Это просто жесть какая-то. Ты вроде не диабетик. Роман, а ты хочешь, чтобы я попросил тебя, чтобы съел кусочек, чтобы помимо сахара ты еще и кунжутного масла поел? Не, спасибо. Ну давай попробуй, ладно. Ну давай. Народ будет, я уверен, этому рад, потому что иначе скажут, Роман слабак. Держи, нормально положи. Ну, здесь они превзошли себя. Нахреначили не только сахара, но еще и кунжутного масла. Молодцы. 5 с плюсом. Роман сегодня остался у нас голодным. По большому счету, в какой-то степени я, наверное, тоже. Но учитывая, сколько мы всего попробовали, конечно же, нет. Я лукавлю и я сыт. Но должен отметить следующее. А чего я сейчас говорю? Это мы сейчас и подытожим. Вы знаете, это фастфуд. Никто не идет в фастфуд за какими-то кулинарными изысками, это само собой. Другой вопрос, что это может быть очень быстро и очень вкусно. Именно с точки зрения того, что дешево ты быстренько поел такой, идешь и вроде, о, тебе хорошо. Я же сейчас, снимая вот это вот завершение, могу сказать следующее. Я просахарился, я уж молчу про рому, по самое не балуйся. Единственное, что мне действительно здесь понравилось, это то, что они сами не готовят. А именно пельмешки из заморозки, которые они просто обжарили, они были вкусными и классными. Это вот тот самый фастфуд, за которым бы я сюда мог заскочить. Мне почему-то, не знаю почему, кажется, что долго они не проживут. Хотя это, очевидно, какое-то сетевое место. Те, кто были в Корее, наверняка напишут, что Костян — это очень известное заведение. Их много миллионов этих кафешек по всему миру. Но я могу сказать так, что, знаете, вьетнамцы любят все очень, когда новенькое. Вот они новенькое увидели, что появилось, и они сюда будут заскакивать. Пройдет месяц, два, полгода, и на этом все. Как говорится, через полгодика буду проезжать мимо этого места, посмотрим, будут ли они до сих пор живые. Потому что, на мой взгляд, меня здесь ничего не зацепило. Все блюда одинаковые, набор достаточно скромный. Ценники низкие, да, но вьетнамцы за эти ценники прекрасно съедят свой любимый суп фо, который во 100 крат вкуснее, нежели вот эта любая здесь лапша. Ну а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока. Для начала, что это за кругляшок? Грибок?
корейские интересные блюда. Давайте стритфудный Корей. О, что такое стритфудную Корею, я хотел сказать, проверим. Так, все заново.